Я нахожусь в 10 минутах езды от Пловдива в селе Белаштица. Это место называют болгарским Беверли-Хиллз. Тут красивые и дорогие дома. Цены начинаются с 260 тысяч евро. Покупая дом за такую цену, у кого придет в голову мысль спросить, а есть ли в кране вода? О проблемах инфраструктуры и о том, как узнать о проблемах места предполагаемой будущей покупки, да и вообще, может ли иностранец купить дом с землей в Болгарии, поговорим в этом видео. Привет! Вы на канале «За чашкой кофе». Я год живу в Болгарии, в городе Пловдив, и уже второй год в поиске дома. Но обо всем по порядку. Когда мы собирались ехать в Болгарию, то искали в аренду дом, так как жили в доме на своей исторической родине. И этот вариант для нас был более, конечно, комфортен. Но во время поисков мы поняли, что в Пловдиве, да и вообще по Пловдивской области очень мало есть домов в аренду. Тогда мы решили пойти на компромисс, арендовать квартиру и уже будучи на месте искать дом. И если, живя на аренде, нам подойдет вести хозяйство в болгарском доме, то рассматривать вариант инвестиции. Каждые выходные мы объезжали села, расположенные близко к городу, записывали названия подходящих нам сел и потом просматривали объявления в интернете. В одной из таких поездок мы попадаем в два прекрасных села – Марково и Белаштица. 5 месяцев назад я снимала видео об этих селах и показывала, как тут все выглядит. Не понравится это место не может. И казалось бы, беги и срочно покупай, тут же классно. Но спешка хороша при ловле блох, а когда речь идет о деньгах, здесь торопиться незачем. Для начала я почти ежедневно осматривала все объявления в этих селах, следила за арендой и покупкой. Одновременно я присоединилась к группе на соцсетях, именно в которых есть жители этих элитных сел. Будучи в этих группах, я знакомилась с внутренними проблемами, и поначалу они были сносными. Например, постоянно не приезжающий рейсовый автобус. Да, есть люди, которые ездят на автобусе, даже живя в этих элитных селах. Потом эти проблемы стали расти. Например, большое количество уличных огромных собак. И это, согласитесь, совсем не шуточки. Но дальше больше проблемы с мусором. Его просто не вывозят. Оказывается, у администрации села не было никаких архитектурных градостроительных планов местности. И каждый, кто покупал участок, воротил там, что хотел. Таким образом, оставляя узенький проезд по улице между домами, мусорные машины не могут заезжать в эти узкие проулки и не забирают оттуда мусор. И если вы лично не вывезете свой контейнер на главную дорогу, а села-то находятся на горках, и тащить контейнер снизу до верхней главной улицы – задачка еще та. А там, где мусор, там и живность, и болезни, не дай бог. Об асфальтировании тех же улочек говорить не буду. Понятно, что там никогда не будет асфальта. Так и будете пробираться в свой дом по камушкам. Дополнительная проблема – это карьер, который находится прямо над селом. Пока он закрыт, и это хорошо. Но объявились уже какие-то инвесторы, которые хотят возобновить его работу. Зимой часто были перебои с электричеством. Ну, я подумала, окей, зима бывает. Но я вижу, что люди жалуются постоянно из-за того, что отключает электричество, у них портятся электроприборы, такие как холодильник, кондиционеры, телевизоры и прочее. Но дальше больше. С наступлением лета в кранах закончилась вода. И вот по поводу воды и канализации я хотела бы остановиться поподробнее. Дело в том, что население муниципалитета невероятно быстро растет.
И количество разрешений на строительство увеличивается с каждым годом. Например, только в прошлом году выдано 427 разрешений на Марково и Белаштицу. А большое количество жителей несет за собой большие проблемы. Увеличение новых домов не означает увеличение доходов в местную казну, поскольку новых прописок значительно меньше, чем фактическое количество переселенцев. По официальным данным, в 2020 году Родопи находится на первом месте в Болгарии по приросту населения в абсолютных цифрах. В последующие 2 года эта тенденция сохранилась. И в 2022 году это один из 5 муниципалитетов Болгарии с положительным ростом и единственный в Пловдивском районе. На практике некоторые населенные пункты за последние годы увеличились вдвое. А ни инфраструктура, ни водоснабжение, ни детские сады и школы не рассчитаны и не могут функционировать при таком количестве жителей. В одном из своих видео я уже говорила, что в Болгарии до сих пор работает такая вещь, как прописка. Но я думала, что она нужна только чтобы привязать тебя к адресу для того, чтобы человек понимал, в какую миграцию ему ходить и в какой общине платить налоги. Но не тут-то было. Оказывается, прописка еще и нужна для официального подсчета количества воды. Какое количество воды выделять на тот или иной район. Например, в Марково за последние 3 года повторяется одна и та же цифра официально прописанных 1300 человек. По неофициальной статистике жителей в настоящее время около 5500. А водозабор и водоснабжение в селе запланированы на 1500 человек. Теперь мне стало понятно, почему нет воды. Конечно, муниципалитет старается решать проблемы. Например, в Марково муниципалитет купил участок земли, где можно было пробурить новую скважину, чтобы удовлетворить потребность в воде. В Белаштице также подготовлен проект совершенно новой водопроводной сети, и необходимая сумма для его реализации составляет 8 миллионов лева. Но у муниципалитета есть свои прерогативы в решении данного вопроса. Объясню. В данный момент это замена водопроводной сети в Брестовице, так как вода там загрязнена марганцем. И в этом селе есть запрет пить или использовать воду для бытовых нужд. Откуда подавать чистую воду в село, нашли. Но надо менять все грязные трубы, которые заражены марганцем. И стоимость осуществления данного проекта оценивается в 20 миллионов лева. Дополнительная проблема – это проблема с канализацией. В Белаштице она периодически затапливается. Скажем так, всплывает наружу на дороге. Это и из-за большого количества жителей, так и в результате дождевой воды. Именно завершение канализационных сетей является одним из основных приоритетов местного управления, так как на сегодняшний день в районе нет ни одного населенного пункта, который был бы канализирован на 100%. Как я понимаю, муниципалитет не сидит сложа руки и пытается что-то предпринять. Создали и просчитали проекты, но натыкаются на одну и ту же проблему, для решения которой нужны большие деньги. И пока нет инвестиций, люди, купившие дома здесь за немалые деньги, так и ходят по камушкам, выкатывая ручками мусорный контейнер на главную дорогу, ездят мыться и стирать к родственникам в Пловдив. Так об этом пишут жители в группах в соцсетях. Купить дом на земле иностранцу можно, оформляя дом на себя, а землю на фирму, которую нужно будет открыть заблаговременно для одномоментного оформления дома и земли при подписании купли-продажи. Но я настоятельно рекомендую не торопиться с покупкой.
Те проблемы, которые я описала, знают местные. Но мы чужестранцы здесь и можем не знать о таких огромных проблемах. Покупая я здесь, у меня бы в голову бы не пришло выяснять, есть ли вода в кране. Да, если речь о покупке дома за 10, 15, 17 тысяч евро, то тут и ожидания ниже. Отдаешь себе отчет, мол, а что я хотела за такие деньги? И расстройств меньше, потому как человек заранее готов к определенным трудностям. Но, покупая дом выше 200 тысяч евро, человек рассчитывает на некий комфорт. Тут, между прочим, надо еще учитывать то, что эта сумма не окончательная, так как в Болгарии в основном всю недвижимость вам сдают на уровне замазки и шпаклевки. То есть надо будет еще вкладывать немалые деньги на внутренний ремонт. Я имею в виду сантехнику, паркет, кухонные шкафы и так далее. Кстати, напишите в комментариях, сколько денег ушло у вас за квадратный метр ремонта под ключ и сколько времени у строительной компании заняло закончить необходимую инфраструктуру вокруг дома. Я имею в виду дороги, парки, столбы с освещением, озеленение и прочее. Я благодарю вас за лайки и комментарии и делюсь этой информацией к тому, чтобы вы не торопились инвестировать в недвижимость в Болгарии. Время выгодных инвестиций ушло, а в новых реалиях цен они не соответствуют ожиданиям. Снимите квартиру, поездите, посмотрите, узнайте все боли выбранного вами места. И только потом начинайте думать, надо оно вам или нет. Потому как купить можно, а если захотите продать, то на это могут уйти годы. Уже пошел 2-й год, как я ищу дом на съем. Вариантов до моих знаний в этом вопросе было очень мало. А теперь, когда я уже кое-что понимаю, они вообще близятся к нулю. Будем думать, что нам с этим делать. Делитесь этим видео с друзьями. На этом все. Пока-пока.